Hello, dear listeners! Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодняшний урок посвящен интересной теме – диалектам английского языка или, другими словами, особенностям произношения, словоупотребления и построения английских предложений в разных странах мира и даже в отдельных районах Великобритании и Соединенных Штатов. Наш урок – это популярное введение. Я не специалист по диалектам, поэтому в своем изложении буду опираться на книгу Бриджит Вайни «The History of the English Language», издательство Университета Оксфорд. Если вы давно учитесь с нами, то, вероятно, помните примеры из этой книги, посвященные истории возникновения английского языка, о которых я говорил на уроке 11 курса «Разбег». Кто не слушал этот урок, забыл или заинтересовался историей возникновения английского языка, добро пожаловать на предыдущий уровень. А мы полетим выше и познакомимся с диалектами. Let's fly higher. Начнем, естественно, с двух самых крупных диалектов – американского английского и британского английского. Причем, естественно, ограничимся их литературными версиями. Знаменитый британский писатель и юморист Бернард Шоу в 1942 году писал: England and America are two countries separated by the same language. Англия и Америка – две страны, разделенные одним и тем же языком. Так ли это? Действительно ли жители Соединенных Штатов Америки говорят на языке, отличающемся от языка жителей Британских островов? И насколько велико это различие? Почему вообще в Соединенных Штатах Америки говорят по-английски? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить с помощью книги Бриджит Вайни. Кроме полезных сведений, вы получите практику чтения и перевода английского текста среднего уровня. Полетели. Let's fly. In 1607, a group of English people sailed across the Atlantic and reached the east coast of America. They called their settlement Jamestown, after King James I, and they called the part of the country Virginia. В 1607 году группа англичан переплыла Атлантический океан и достигла восточного побережья Америки. Они назвали свое поселение Джеймстаун в честь короля Джеймса I, а часть этой территории они назвали Вирджиния. They were not the first English people in America, but they were the first successful English settlers, and they were followed by other English adventurers who also settled in Virginia. Они не были первыми англичанами в Америке, но они были первыми успешными английскими поселенцами. За ними последовали другие английские искатели приключений, которые тоже поселились в Вирджинии. Then, in 1620, more English settlers landed north of Virginia, in what became Massachusetts, New England. Затем, в 1620 году, больше английских поселенцев приплыли на север Вирджинии, что со временем стало штатом Массачусетс, Новая Англия. These were the people from the ship called the Mayflower, who came because they wanted to follow a different kind of Christianity from the kind of England. Это были люди, которые приплыли на корабле, называемом Mayflower. Они приплыли в Америку, потому что хотели исповедовать другой вид христианства, отличающийся от того, который был принят в Англии. Others followed, and by 1640 about 25,000 English people
were living in New England. During the 17th and 18th century, more and more people arrived in America. За ними последовали еще люди, и к 1640 году около 25 тысяч англичан проживали в Новой Англии. Во время 17 и 18 столетий еще больше людей прибыло в Америку. The British government sent prisoners to America as a punishment, and other settlers arrived from France, Germany, the Caribbean and the north of Ireland. Британское правительство ссылало заключенных в Америку в качестве наказания. Кроме того, прибыли поселенцы из Франции, Германии, Карибских островов и с севера Ирландии. The people from the north of Ireland were called the Scots-Irish because their families had moved to Ireland from Scotland. By the year of American independence, 1776, about 1 in 7 settlers was Scots-Irish. Люди с Северной Ирландии назывались шотландскими ирландцами, потому что их семьи переехали в Ирландию из Шотландии. К году американской независимости, 1776, 1 из 7 поселенцев был шотландский ирландец. At this time, sailors from England and other European countries were taking Africans to America and selling them as slaves. В это время моряки из Англии и других европейских стран привозили африканцев в Америку и продавали их в качестве рабов. This inhuman business was ended in 1809, but people were allowed to own slaves until the end of the American Civil War in 1865. By that time, there were more than 4 million Africans living in America. Этот бесчеловечный бизнес закончился в 1809 году, но людям еще разрешалось владеть рабами до конца американской гражданской войны в 1865 году. К этому времени в Америке жило более 4 миллионов африканцев. In the 19th century, large numbers of people left Ireland, Germany, Italy, and other European countries for America. Many were Jews from Central and Eastern Europe. By 1900, there were 75 million people living in America. В 19 столетии большие группы людей уехали из Ирландии, Германии, Италии и других стран и переселились в Америку. Было много евреев из Центральной и Восточной Европы. К 1900 году в Америке проживало 75 миллионов человек. In the later part of the 20th century, people from Asia and Spanish-speaking countries also arrived, and by 2000 there were more than 280 million people in America. Во второй половине 20-го столетия люди из Азии и испаноговорящих стран также приехали, и к 2000 году в Америке проживало более 280 миллионов человек. American English developed from the languages used by these different people. The first English settlers immediately discovered animals, birds and plants that were new to them and which needed names in English. Американский английский сложился из языков, которые использовали все эти разные народы. Первые английские поселенцы обнаружили сразу же животных, птиц и растений, которым нужны были наименования. They also named thousands of places and rivers using words from the languages of the Native Americans. For example, Massachusetts, Mississippi, Potomac. Они также использовали тысячи наименований мест и рек, используя слова из языков местных американцев, то есть индейцев. Например, Массачусетс, Миссисипи,
Potomac. The Spanish and French controlled some parts of the country until the 19th century, so some place names are from French, like Detroit, St. Louis, and Illinois, and some from Spanish, like Los Angeles, San Francisco, and Santa Fe. Испанцы и французы контролировали часть территории страны до 19 столетия, поэтому некоторые названия мест происходят из французского языка, такие как Детройт, Сент-Луис и Иллиной, а некоторые из испанского, такие как Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Санта-Фе. New York was first New Amsterdam until the English took it in 1664, and the names Brooklyn, Harlem, and the Bronx are remainders of its Dutch beginnings. Нью-Йорк сначала был Новым Амстердамом, до того, как англичане перекупили его в 1664 году. Поэтому такие названия, как Бруклин, Гарлем и Бронкс, говорят о их голландском происхождении. Occasionally, the English settlers borrowed words for things or people from other European languages. For example, cookie from Dutch, cent and dime from French, plaza from Spanish. Иногда английские поселенцы заимствовали слова предметов или людей из других европейских языков. Например, cookie из голландского, cent и dime из французского, plaza из испанского. The settlers also began to give some old words new meanings. For example, bill began to mean a piece of paper money, and it replaced note. Some words from the English of the 17th century survive in American English, but are not used now in British English. Поселенцы также начали давать некоторым старым словам новые значения. Так, например, слово bill начало означать бумажные деньги и заменило слово note или банкнота. Некоторые слова из английского 17 столетия продолжают жить в американском английском, хотя уже в британском английском не используются. For example, fall meaning autumn, mad meaning angry, and gotten as the past participle of get, as in your dinner has gotten cold. Ну, например, слово fall означает осень, mad означает сердитый, а gotten используется в качестве третьей формы глагола get. Ну, например, в таком выражении your dinner has gotten cold. Some of the pronunciation of the first settlers also survives in modern American English. They pronounced the letter A in grass as in hat, grass, dance, can't, because the long R sound began to be used in English in the 18th century. Некоторое произношение первых поселенцев также сохраняется в современном американском английском. Они произносили букву A в слове grass, как в слове hat. Например, grass, dance, can't, потому что длинный звук A появился в Англии в 18 столетии. Most Americans also pronounce the red at the end of words, for example, car, and before a consonant, for example, heart, as the early settlers did. Большинство американцев также произносят букву А в конце слов, например, car, и перед согласными, например, hard, как делали первые поселенцы. American English has borrowed only a few words from the languages spoken by the 19th century immigrants. The reason for this is social. Американский английский позаимствовал только небольшое количество слов из языков, на котором говорили иммигранты 19 столетия. Причина этого социальная. People who had recently arrived in the United States wanted to become American, and they and their children learned English to do so. Люди, которые только что прибыли в Соединенные Штаты, хотели быть как американцы, и поэтому они и их дети учили английский, чтобы
быть американцами. However, some words and expressions from other languages have found their way into American English. For example, check, a bill for food or drinks, and kindergarten, a place where young children play and learn, have come from German. Однако, некоторые слова и выражения из других языков нашли себе дорогу в американский английский. Например, слово «чек» используется вместо слова «bill» в качестве счета за еду или напитки. Или слово «kindergarten» – место, где дети играют и учатся. Все эти два слова пришли из немецкого языка. Pasta, spaghetti, and other words for food have come from Italian. From Yiddish, the language of the East European Jews, there are schmuck, a stupid person, and schlepp, to pull or a long, tiring journey. Паста, спагетти и другие слова для еды пришли из итальянского. Из идиша, языка восточноевропейских евреев, пришли такие слова, как шмак, глупый человек, и шлеп, это тянуть или длинное, утомительное путешествие. African Americans developed their own varieties of English, which are all known today as African American English or Black English. Афроамериканцы имеют свою собственную разновидность английского, который сегодня называется афроамериканским английским или черным английским. They had an effect on American English, especially in the 20th century, when large numbers of African Americans left the South and moved north. Они оказали влияние на американский английский, особенно в 20 столетии, когда большое число афроамериканцев уехало с юга и перебралось на север. Some words which they brought to American English are jazz, a kind of music first developed by African Americans, cool, meaning excellent, and dude, another word for man. Некоторые слова, которые они привнесли в американский английский, это джаз, разновидность музыки, впервые появившаяся среди афроамериканцев, cool, означающий прекрасный, и dude, другое слово для человек или мужчина. At the time of independence in 1776, Americans began to take an interest in their language. They wanted to be separate from Britain in every way and to feel proud of their country and way of life. Ко времени независимости в 1776 году американцы начали проявлять интерес к своему языку. Они хотели отличаться от Британии во всех смыслах и чувствовать гордость за свою страну и за образ жизни. Someone who felt very proud of American English was a teacher called Noah Webster. Один из таких американцев, который ощущал гордость за американский английский, был учитель по имени Ной Вебстер. Годы жизни 1758-1843. Between 1783 and 1785, Webster wrote a speller, a grammar, and a reader for American schools. The speller was later sold as the American Spelling Book and was extremely successful, selling more than 80 million copies in the next 100 years. Между 1783 и 1785 годами Вебстер написал книгу по орфографии, по грамматике и по чтению для американских школ. Справочник по орфографии позже продавался как американская книга правописания и была очень успешна. Было продано в последующие 100 лет более 80 миллионов копий. With the money from the speller, Webster was able to write dictionaries. In this, he wanted to show that American English was as good as British English, and that Americans did not have to copy the British. На деньги от справочника по правописанию Вебстер смог писать словари, а в них он хотел показать, что американский английский
был такой же хороший, как и британский английский, что американцам не нужно было копировать британцев. His first dictionary appeared in 1806, followed in 1828 by his famous work An American Dictionary of the English Language. Его первый словарь появился в 1806 году, а за ним последовала знаменитая работа «Американский словарь английского языка», который вышел в 1828 году. This was longer than Johnson's dictionary. It explained about 70,000 words, and so gave American English the same importance as British English in the minds of Americans. Этот словарь оказался длиннее словаря Джонсона. В нем объяснялось около 70 тысяч слов. И это придало американскому английскому такую же важность, как и британский английский в умах американцев. 60 years earlier, Benjamin Franklin had suggested many changes to English spelling, and his ideas influenced Webster. За 60 лет до этого Бенджамин Франклин предложил много изменений к английскому правописанию, и его идеи повлияли на Вебстера. In both his dictionary, Webster suggested new spellings, and many of these are now the accepted American spellings. For example, center, color and traveled. В обоих своих словарях Вебстер предложил новые способы написания слов. И многие из этих способов теперь являются принятыми американскими написаниями слов. Например, center, color и traveled. Некоторые из его предложений не были приняты. Например, он предлагал писать слово soup через два O, или слово bread без A, или medicine без I в конце. Но это не было принято. Webster also influenced American pronunciation by saying that each part of a word must be clearly pronounced. For example, secretary, not secretary. Вебстер также повлиял на американское произношение, утверждая, что каждая часть слова должна произноситься отчетливо. Например, secretary, а не secretary, как в британском английском. So what are the differences between American and British English today? As well as differences in pronunciation, there are some small differences in grammar and spelling. Итак, в чем же основные отличия между американским и британским английским на сегодня? Кроме различия в произношении, существуют некоторые небольшие различия в грамматике и правописании. But the main difference is in vocabulary. Thousands of words are used differently. Но главное различие – это словарь. Тысячи слов используются по-разному. Firstly, different words are sometimes used in American and British English to talk about the same thing. Ну, во-первых, разные слова иногда используются в американском и британском английском, чтобы говорить об одном и том же. For example, the street-level floor of a building is called the first floor in American English and the ground floor in British English. You drive on the freeway in the US, but on the motorway in Britain. Например, этаж на уровне земли здания называется первым этажом в американском английском и цокольным или земляным этажом в британском английском. Вы едете по фривей в Соединенных Штатах, но по motorway в Британии на машине. There are also different expressions in American and British English. For example, the American expressions to drop the ball, to make a mistake, to be in the chips, to suddenly have a lot of money, and to go south, to become less valuable, are not used in British English. Также различные выражения существуют в американском и британском английском. Например, американские выражения to drop the ball, то есть совершить ошибку, to be in the chips, то есть неожиданно получить много денег, and to go south,
стать менее значимым не используется в британском английском. Similarly, many British expressions are not part of American English. Ну и аналогично, многие британские выражения не являются частью американского английского. Some British people dislike the effect of American English on British English, but this has not stopped thousands of American words entering British English and becoming completely accepted. For example, OK, 1840, supermarket, 1933, teenager, 1941, and fast food, 1951. Некоторые британцы не любят или им не нравится влияние американского английского на британский английский. Но это не помешало тысячам американских слов очутиться и начать использоваться в британском английском и стать совершенно приемлемыми. Например, слово «окей» из американского пришло в британский в 1840 году, супермаркет в 1933, тинейджер в 1941 и фастфуд в 1951 году. Although there are clear differences between the American and British varieties of English, television, music, films, and more recently the Internet have helped people on both sides of the Atlantic to understand each other's English more easily. Хотя существуют явные различия между американскими и британскими разновидностями английского, телевидение, музыка, фильмы, а в последнее время интернет помогают людям на обеих сторонах Атлантического океана понимать английский друг друга легче. На этом я хотел бы закончить краткое введение в американский английский. Если говорить обо мне, то я отдаю предпочтение британскому английскому, потому что с детства изучаю английский по британским пособиям. Больше бывал в Англии, чем в Америке. У меня больше друзей англичан, чем американцев. Люблю группу Битлз, Шерлока Холмса. Уважаю королеву Елизавету II. Получаю большое удовольствие от посещения собора Святого Павла, Гайд-парка, Британского музея, Оксфорда, Кембриджа, Брайтона, английских пабов. Словом, я фанат старой, доброй Англии. Соединенные Штаты Америки – интересная страна, но Англия мне милее. И не только мне. Думаю, известный английский певец Стинг тоже любит свою страну больше, чем, по крайней мере, Нью-Йорк. В качестве доказательства и короткого отдыха от изложения основной темы о диалектах текст и перевод знаменитой песни Стинга «Англичанин в Нью-Йорке». Слушайте и повторяйте. Можете подпевать. I don't drink coffee. I take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking can here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If matters makes man, as someone said, then he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety can lead to notoriety, but you could end up as the only one. Gentleness, sobriety are rare in this society. At night, at candles brighter than the sun. Takes more than combat gear to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can, and gentlemen will walk, but never run.
If manners makes man, as someone said, then he is the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. I am an alien. I am a legal alien. I am an Englishman in New York. I am an alien. I am a legal alien. I am an Englishman in New York. Обязательно найдите эту замечательную песню в интернете и послушайте. Можете выучить слова наизусть и петь вместе со Стингом. Кстати, заучивание текстов песен на иностранном языке и пение их – прекрасный способ расширения словарного запаса и отработки произношений, а также отдыха и удовольствия в жизни. Моя внучка Кристина очень хорошо это делает. Ей не очень нравятся диалоги и тексты в школе, но песни на английском она поет с удовольствием и по собственной инициативе. Я ей иногда подпеваю. Вам советую делать то же самое. Не пожалеете. Let's sing in English. Давайте петь по-английски. Но это в свободное время. А мы продолжаем. Другие диалекты английского языка. Диалект North-Eastern England. Северо-восточная Англия. Example, пример. I'm going on the day. Standard British English. Стандартный британский английский. I'm going into town today. Translation, перевод. Я иду в город сегодня. Диалект Central and Southern Scotland. Центральная и Южная Шотландия. Example, пример. Then affect yourself. Standard British English. Don't upset yourself. Translation. Не расстраивайся. Диалект Wales. Уэльс. Example, пример. They work hard, isn't it? Standard British English. They work hard, don't they? Translation. Они работают упорно, не так ли? Диалект Ireland. Ирландия. Example. I'm after seeing him. Standard British English. I have just seen him. Translation. Я только что видел его. Dialect Australia. Австралия. Example. It's a bird. Standard British English. It's wonderful. Translation. Это замечательно. Диалект Jamaica. Ямайка. Example. She sings real good. Standard British English. She sings very well. Translation. Она поет очень хорошо. Dialect India. Example. I'm not knowing. Standard British English. I don't know. Translation. Я не знаю. Ну и, наконец, диалект Nigeria, Нигерия. Example. Make you no mimam. Standard British English. Take no notice of him or her. Translation. Не обращай на него или на нее внимания. All over the world, people speaking English as a first or second language use different vocabulary, grammar, and accent in a large number of varieties of English. A variety of English is a type of English spoken by one group of people. По всему миру люди, говорящие на английском, как на первом или на втором языке, используют разный словарь, грамматику и акценты в большом числе разновидностей английского. Разновидность английского – это тип английского, на котором говорит какая-то группа людей. In each English-speaking country, one variety of English is used nationally. This is the standard English of that country. It is taught in schools and spoken on radio and television. В каждой англоговорящей стране одна разновидность английского используется в масштабе всей страны. Это стандартный английский той страны. Его изучают в школах, на нем говорят по радио и по телевидению. Everyone in the country uses the same grammar, vocabulary and spelling when they use their country's standard English.
though they may speak it with different accents. Все в этой стране используют одну и ту же грамматику, словарь и правила написания слов, когда используют стандартный английский своей страны, хотя могут говорить на нем с разными акцентами. Different countries have different Englishes. For example, standard Australian English is different from standard British English. Разные страны имеют разные виды английского. Например, стандартный австралийский английский отличается от стандартного британского английского. In England, as well as standard British English, there are regional and social dialects of English. The most noticeable differences between them are those of pronunciation. A well-known difference is the sound of the vowel A in the words like grass. В Англии, наряду со стандартным британским английским, существуют региональные и социальные диалекты английского. Самое заметное отличие в произношении. Например, хорошо известная разница в произношении гласной буквы A в словах типа grass. In the South, this word is pronounced with the long sound R, grass, but in the North, like in the word hat, grass, as in American English. Например, на юге страны это слово произносится с длинным звуком А, grass, а на севере, как в слове hat, шляпа, grass, так же, как в американском английском. The vowel U in words like up is pronounced like in the word cup, up in the south, and like in the word book, up in the north. Например, гласная U в словах типа up произносится как в слове cup, up на юге, и как в слове book, up на севере. There are also differences in grammar between the dialects. Some of the older dialects from the countryside use grammatical forms which standard English had lost. For example, thee and thou for you singular. Существует также различия в грамматике между диалектами. Некоторые из старых диалектов, особенно из деревни, используют грамматические формы, которые уже не используются в стандартном английском. Например, слова thee и thou используются вместо слова you для единственного числа. То есть это thee – это тебе, а thou – это ты. Modern dialects also use grammar that is different from standard English. Современные диалекты также используют грамматику, которая отличается от стандартного английского. Например, диалект I don't want no dinner. Standard English I don't want any dinner. Перевод я не хочу никакого обеда. Диалект them books. Standard English those books. Translation те книги. Диалект she ain't come. Standard English she hasn't come. Перевод она еще не пришла. Outside England, in Scotland, Wales, Northern Ireland and the Republic of Ireland, there are other varieties of English. Scots is very different from standard British English, more so than any other British variety. За пределами Англии, в Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии, в Республике Ирландия существуют другие варианты английского. Например, шотландский вариант очень отличается от стандартного британского английского, больше, чем другие варианты британского английского. The English of Canada is similar to both American and British English. It uses some British words and some American ones. For example, Canadians fill their cars with gas, American English, but ask for the bill, British English. Английский Канады похож как на американский, так и на британский английский. В нем используются некоторые британские слова и некоторые американские слова. Например, канадцы заправляют автомобиль бензином, который произносится как gas, gasoline, американский английский. Но просят в ресторанах bill, как в британском английском. Australian English has developed from a number of varieties of English.
most of the 130,000 prisoners sent to Australia between 1788 and 1840 and the free settlers who joined them came from the south and east of England, Scotland and Ireland. Австралийский английский, он произошел от разных вариантов английского языка. Большинство из 130 тысяч заключенных, которые были отправлены в Австралию между 1788 и 1840 годом, а также свободные поселенцы, которые присоединились к ним, происходят с юга и востока Англии, Шотландии и Ирландии. The vowels in Australian English sound similar to those in Cockney. For example, today sounds similar to their infinitive to die. Гласные в австралийском английском, они звучат больше похожие на диалект Кокни. Это диалог жителей Лондона или особых кварталов Лондона. Например, слово today звучит больше to die. New Zealand and South African English have some similarities to Australian English in their pronunciation because all three countries were settled by English speakers at about the same time. Английский Новой Зеландии и Южной Африки имеет особенности, которые его роднят с австралийским английским в произношении, потому что все три страны были заселены англичанами примерно в одно и то же время. Словом, английский язык – это живой организм со всеми вытекающими последствиями. Учите, путешествуйте и радуйтесь новым разновидностям. Обращайте внимание на особенности произношения, на новые слова, отличающие от тех, которые вы выучили в учебнике. Словом, станьте исследователями диалектов английского языка. На этом я завершаю 11-й урок. Урок 12, завершающий урок нашего курса «Набираем высоту», а также всего уровня для продолжающих, будет посвящен интересной теме, на мой взгляд. Двум замечательным городам – Оксфорду и Брайтону. Оксфорд интересен тем, что это город, где расположен знаменитый университет. Поэтому я вам расскажу о тех возможностях, которые он предоставляет для учебы. Брайтон же, который расположен на юге Англии и является знаменитым морским курортом этой страны, интересен тем, что там весело и очень хорошо отдыхать. Кроме сведений по истории этих двух городов, я также поделюсь собственным опытом. Поэтому до встречи на завершающем 12-м уроке. Goodbye.